Привет, друзья! Фильм «Вороны» самого известного и разностороннего режиссера Такаси Мики, который получил широкое международное признание и собрал огромную армию фанатов по всему миру. К участию в фильме были привлечены одни из самых популярных японских актеров. В школе Судзуран господствует право крепкого кулака. Брутальный и бесстрашный старшеклассник Саридзава, которого исполняет Такаюки Ямада, является самым сильным и хитрым бойцом. Ему и его отряду подчиняются все ученики школы. Родился Ямада Такаюки в небольшом городе Сацума-Сендай, префектура Кагасима, юг острова Кюсю. Родители актера содержат итальянский ресторан. Ямада был младшим ребенком в семье с двумя старшими сестрами. Одна из них бывшая модель, а вторая занимается певческой карьерой. Поговаривают, что впервые агентство обнаружило Такаюки в Харадзюку, когда он ходил с сестрой по магазинам, приняв его за девочку. После окончания средней школы в Токио, в возрасте 15 лет, он дебютировал в сериале «Психометр Эдзи 2». Свое первое признание актер получил после участия в сериале «Чурасан», где он сыграл роль младшего брата главной героини. Последующие дорамы возвели Ямаду в ряд одних из самых востребованных и талантливых молодых звезд. После выхода фильмов «Водяные мальчики» и «Стартовая линия» за ним закрепилась слава главного спортсмена дорамы. А в душещипательных мелодрамах «Кричать о любви» и «В центре мира» он зарекомендовал себя как прекрасный драматический актер. За эти две дорамы он получил награды телевизионной премии в номинации «Лучший актер». Интересно, что оба сериала сняла одна команда, и его партнершей в них выступила очень популярная актриса Харука Аэсе. Дебютом в полнометражном кино для него стала роль второго плана в постапокалиптичном мире «Голова дракона», снятому по культовой манге Монетара Мотидзуки. Но настоящий успех пришел к нему после выхода романтичной комедии «Человек-поезд», где он сыграл незадачливого паренька, влюбившегося в шикарную офисную служащую. Фильм стал столь популярен, что по горячим следам был снят сериал с другими актерами. И Ямада появился лишь в камео-роли в первой серии. Но признание и любовь зарубежного зрителя пришли к нему после выхода фильма «Вороны. Начало», где он сыграл одного из самых ярких и запоминающихся героев фильма. Судзуран – это подростковый мир, состоящий из бойцовских групп, каждая из которых имеет своего лидера. Чтобы бросить вызов королю всей школы Саридзаве, придется сначала подчинить лидеров менее влиятельных и конкурирующих банд. И Ямада, как никто другой, подошел на эту роль, и его харизма и владение боевыми искусствами очень помогли ему. Успех нашумевшего первого фильма о бандах из японской школы Судзуран требовал продолжения истории, и спустя 2 года режиссер снимает второй фильм. Вторая часть гораздо более реалистична, и в ней уже отсутствуют карикатурные моменты, которые местами влезали в сюжет первого фильма. А брутальные и кровавые драки между противоположными бандами под стать средневековым сражениям в исторических боевиках. Эту картину смело можно назвать фильмом о настоящих мужчинах, для которых слова «дружба» и «честь» не пустой звук. Ямада вырос на фильмах с Джеки Чаном, и поэтому с детства занимался восточными единоборствами, чтобы когда-нибудь сняться в фильме с элементами уличных драк. На данный момент актеру 39 лет, и он продолжает сниматься в фильмах. Также Ямада хорошо поет и играет на гитаре. В 2002 году он выпустил музыкальный сингл под названием «Этим летом мне нужна только ты». Интересно, что эту песню, как и дополнительный трек, он сочинил сам. Желаем ему творческих успехов и побольше новых фильмов. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.